Польское радио на русском. Итак, новый немецкий канцлер Фридрих Мерц уже совершил свои первые поездки, сделал уже свои первые заявления. И эти заявления и поездки мы будем обсуждать с Игорем Эйдманом, социологом, публицистом. Он с нами на связи. Добрый день, Игорь Веленович. Добрый день. Собственно, давайте с общего начнем. Заявления у Мерца, не то чтобы резкие, но назовем их рисковатыми. Он обещал еще до того, как стал канцлером, передать Украине Таурусы, говорит фактически о мобилизации оборонных способностей Европы. Что за этими словами и получится ли у него, как думаете? Да, я бы не назвал его заявления резкими, они скорее такие твердые, да, твердые и ясные. Действительно, без вот этих, знаете, киваний там и кивоков, каких-то раскланиваний в сторону Москвы, он четко, абсолютно точно говорит о том, что Германия будет поддерживать Украину всячески, в том числе и поддерживая обороноспособность Украины немецким оружием, в том числе и стреляющим, что ли, да, с большим радиусом действия, типа ракет, вот Таурс. То есть это все как бы очень точно и правильно. Надо сказать, что Шольц тоже был однозначно на стороне Украины и поддерживал ее, но вот такой точности не хватало. Вот, например, в вопросе Таурса он там начинал, вот с моей точки зрения, там наводить тень на плетень, да, вот так говоря по-русски. То есть он уверял, что это невозможно технически, потом, что это опасно, потом еще что-то. То есть не было такого четкого понимания. У Мерца это четкое понимание есть. Да, будем помогать Украине всем, и Таурсами, чем угодно. Другой вопрос, что действительно есть технические вопросы, есть вопросы голосования с союзниками, но это все решаемо, мы это решим. Вот. Вообще, надо сказать, и в отношении к американской администрации он тоже придерживается вот такой жесткости и точности. Вот именно не резкости. В Германии не принято говорить резкости. Это считается дурной тон, тем более в политике. Но точность и четкость в немецкой культуре, в том числе и политической, всегда приветствуется. То есть, например, точно и четко назвал заявления американской администрации о Германии современной абсурдными. Да, вот не побоялся этого слова. И ничего, кстати, прекрасно после этого поговорил с Трампом. Там Трамп рассыпался в комплиментах. То есть он показал, что не надо гнуться сразу перед американцами великими, а надо говорить с ними тоже так, как они любят. То есть прямо, четко и жестко, если нужно. И в одном из заявлений, буквально сегодня, если не ошибаюсь, в одном из заявлений он сказал, что Москве будет, как не поздоровится, да, если она вдруг не откажется от серьезных, точнее, если она вдруг откажется от серьезных мирных переговоров. И Россия столкнется с новыми санкциями, говорит он. То есть политика дальше и продолжается санкционная. Пусть слова резкие, слова, как вы говорите, вот твердые, но деньги остаются деньгами. Да, безусловно, конечно, и санкционная политика остается. Дело в том, сейчас, я думаю, Европа будет в связи с тем, что Путин кинул Трампа, да, по большому счету, то есть Трамп наивно и, как всегда, бестолково верил в то, что Путин готов остановить войну, а Путин отказался от перемирия, фактически, от реального перемирия, даже на 30 дней, что вызвало в американской администрации легкий шок, хотя европейцы их предупреждали о том, что это так и будет. Собственно, и американские тоже аналитики предупреждали, но тем не менее они на что-то там надеялись, я не знаю почему. Вот. И сейчас европейцы будут пытаться новую волну санкций поднять с американской администрацией, несмотря на очевидные путинские симпатии Трампа, в результате вот этого срыва фактически Путиным мирных усилий со стороны американской администрации, этот вариант сейчас не кажется безнадежным. У него есть шансы на реализацию. Я думаю, сейчас Германия будет, и уже, я думаю, ведет США, в том числе от имени Евросоюза, вместе с другими странами и структурами Евросоюза, переговоры по поводу новой волны санкций против путинской России.
А по поводу информации, это не официальная информация, хочу подчеркнуть, но информация, на которую опираются европейские и американские медиа, про то, что администрация Трампа якобы ведет переговоры о возобновлении газа в Европу и, естественно, через Германию, о возобновлении потоков, Северный поток-1, Северный поток-2. Насколько это реально, по вашему мнению, и вот с приходом Мерца позиция какая будет? Ну, это абсолютно нереально, это в чистой воды абсурдно. И понимаете, если бы это не была нынешняя американская администрация Трампа, то я бы вообще не поверил в эту новость, я бы сказал, ну, фейк какой-то. Но они могут там вести переговоры с кем угодно, о чем угодно. Понимаете, они же там уже Гренландию купили, они там уже превратили газу из дымящихся развалин, полных террористами, значит, в Средиземноморскую ривьеру. Может, они какие-то переговоры и ведут, но это личное доказательство того, что они абсолютно оторваны от реальности. Никакого газа российского Германия покупать не будет. И подавляющее большинство стран Европы тоже через эти трубопроводы. И более того, Германия не ведет их в строй. Там ситуация какая? Значит, во-первых, Северный поток-2, он не сертифицирован. И Германия его, естественно, сертифицировать не будет, потому что она отказалась от его ввода в действие после начала крупномасштабного вторжения в Украину. Значит, Северный поток один разрушен. Его, конечно, теоретически можно восстановить, ну, это довольно сложно, но можно. Но Германия, во-первых, не собирается в этом участвовать. И, во-вторых, как можно там вести какие-то работы, если Германия не будет давать на это добро? Это же все-таки не куда-то, не во Флориду газопровод, а в Германию. И Дания не будет, и другие страны через территориальные воды, которых он должен проходить. То есть это чистой воды абсурд. Но так как американская администрация нас много раз удивляла, я не исключаю, что они такие переговоры всерьез ведут. И более того, это даже если условно завтра Трамп скажет, мы тут достигли великого золотого соглашения о том, что будем поставлять российский газ в Германию, это тоже ничего значить не будет, потому что этого не будет. И самое-то интересное, что это противоречит экономическим интересам США, потому что США конкурент и Россия конкуренты на рынке газа в Европу. США поставляют в Германию и в другие европейские страны сжиженный газ. И крайне невыгодно, чтобы Россия опять влезла на эти рынки. То есть я говорю, ну, это чистой воды абсурд, просто бред. Говорили о том, что американские компании могут получить долю в этих проектах, поэтому они могут быть им выгодны. Еще один момент. Я помню заявление, если не ошибаюсь, министра обороны Германии Бориса Писториуса, он единственный остался из прошлого кабинета в этот, до выборов в Германии, до того, как Мерц официально стал канцлером, он говорил, что вот эти заявления о передаче Таурусов, о поддержке всяческой, о том, что давайте воевать с Путиным, там, ну, образно говоря, они изменятся после того, как Мерцу покажут какие-то секретные документы, секретные файлы, мол, он поменяет свое мнение. Но, как мы видим, сейчас Мерц-канцлер, хоть уже и несколько дней, наверное, ему показали эти секретные документы, но как-то мнение его, кажется, не поменялось, в всяком случае его заявления не поменялись. Или все-таки есть что-то такое, как вы видите? Я, честно говоря, не слышал это заявление Писториуса, но позиция Писториуса и Мерца, они не отличаются. Писториус, в общем-то, последовательный, тоже сторонник поддержки Украины. И Писториус выступал за передачу разного рода вооружений всегда Украине. Он из социал-демократов, которые не настолько последовательные, как некоторые другие партии, как Зеленые, например, в поддержке Украины, в отстаивании интересов Европы против России. Вот он среди социал-демократов один из самых таких жестких был всегда критиков Путина и людей, которые поддерживают Украину. Я думаю, что Мерц и Писториус будет активно сотрудничать в новом правительстве на благо Украины, на благо Европы, на благо мира в конечном итоге, в этом деле отражения путинской агрессии, усиления военного, в том числе усиления Европы. Еще один момент. Из Германии, ну, небольшая делегация, понятно, что неофициальная делегация, но немецкие политики присутствуют 9 мая в Москве и активно участвуют в, ну, как
выгораживании этого праздника и путинской политики в принципе. Взамен, или не взамен, вот я и хочу спросить, связано это или не связано, Россия активно выступает против признания экстремистской партии «Альтернатива для Германии». Вот эти процессы, они взаимосвязаны, как вообще к ним можно относиться? Да, но я, во-первых, бы немного уточнил, никакой немецкой делегации или делегации Германии в России нет. Это ряд депутатов маргинальных, причем маргинальных фракций, прежде всего блока Сары Вагенкнехт в Европарламенте. Блок, как известно, провалился на выборах в Бундестаг и маргинализовался, и сейчас на грани раскола. Я думаю, что это их последний срок в Европарламенте этих депутатов, потому что будущего этого блока нет. Да, еще АфДшники, которые были признаны экстремистскими, но сейчас это постановление приостановлено в связи с судебным процессом. Теперь суд будет решать, правильно оно или нет. АфД, безусловно, там есть как минимум ряд депутатов, абсолютно точно аффилированных с Россией. По некоторым из них идут в уголовные дела даже. В том числе по поводу депутатов Европарламента, АфД, которые были подкуплены пророссийскими структурами в виде организации, финансируемой Россией через Медведчука, небезызвестного. В Чехии была такая организация «Голос Европы». Они под видом выплаты гонораров фактически давали взятки экспертам и политикам европейским. Придумали такую форму взяток, что вы у нас выступаем, а мы вам гонорар выплачиваем. Но это была закамуфлированная взятка. Сейчас это дело расследуется, и уже Европарламент дал добро на снятие депутатской неприкосновенности. Так что такие вот маргинальные личности, да, позволяют себе сотрудничество России. И, конечно же, Россия будет топить в поддержку АфД, потому что АфД самый последовательный, ну, наряду с неудачливым или блоком неудачником имени Сары Вагенкнехт, вот АфД наиболее последовательная сторонница путинской России, просто по-другому нельзя сказать, Германии. Их, надо сказать, позиция отличается от позиции многих других ультраправых, которые, что называется, блудили с путинским режимом, но сейчас крайне осторожны. Например, бывший Национальный фронт Марин Ле Пен во Франции, да, они уже открещиваются от Путина, от путинской России всячески. А АфД нет. АфД продолжает так по-немецки упорствовать в своих заблуждениях. Я думаю, что это самая крупная пропутинская партия Европы и самый крупный политический союзник России в Европе. Единственное, что радует, что никаких шансов прийти к власти у АфД нет. Потому что никто, даже блок Сары Вагенкнехт, не хочет вступать с ними в коалицию. Даже на земельном уровне, на уровне федеральных земель. Победить, получив абсолютное большинство, АфД нет никаких шансов ни в какой перспективе, нигде, ни на федеральном уровне, ни даже на земельном. Но в лучшем случае на уровне какого-нибудь поселка восточно-германского. Так что к власти реально они не доберутся. Спасибо. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.